Сегодня поговорим про главного убийцу человечества, про остеохондроз. Мы говорим о позвоночнике, естественно, с вами, да, происходит изменение в костях и межпозвонковых дисках, да, то есть в позвонках и в межпозвонковых дисках. Вот они, позвонки, кости, вот они, межпозвонковые диски. Остео, вот кость. Остео – это по латыни кость. И хондроз – это хрящ по-медицински. Хондрос – хрящ. Остеохондроз. Оз – это термин, обозначающий воспаление, но не септического, то есть не бактериального характера. Начинаются изменения в мышцах, такой хронический процесс спазма, зажатия, зажима в мышцах. Начинаются изменения в сосудах шеи, начинаются изменения в связках, которые держат позвонки. А почему главный убийца человечества? Потому что шейный именно остеохондроз, он нарушает питание головного мозга, да, то есть зажимает позвоночные артерии. Вот этот огромный центр управления здоровьем, который находится в нашем мозге, называется ствол головного мозга, в котором находятся центры управления гормональным здоровьем, это гипоталамус, центры управления метаболическим здоровьем, обменом веществ, это тоже гипоталамус, центр управления дыханием, сердцебиением, это ромбовидная ямка, находящаяся в стволе мозга. Вот эти все центры не получают питания, то есть кислорода и питательных веществ. И, естественно, не могут нормально думать об автоматическом управлении нашим здоровьем, и начинаются сбои в здоровье, которые приводят человека к фатальным исходам. Вот этот вот весь процесс, там же и отек еще формируется, да, то есть вот и нарушается приток крови, все, мозг страдает от недостатка кислорода, начинает насиловать сердце, давай мне кислорода больше, возникает у человека гипертония, и пошло, и поехало, гипертония, потом кислорода все равно не хватает, крови мало, растет внутричерепное давление, головные боли, депрессивный синдром из-за недостатка кислорода, синдром панических атак у многих при резком снижении кровотока. Начинаются транзиторные ишемические атаки, потом микроинсульты, потом инсульты и так далее, и так далее. Сердце перегружено, значит, быстро изнашивается, риск инфаркта. То есть вот, получается, все завязано вот на эти вещи. Поэтому я и называю. Диагноз, которого нет, оказался главным убийцей всего прогрессивного человечества старше 40 лет. Симптомы шейного остеохондроза. Гипертония у вас, если есть. Значит, 100% есть шейный остеохондроз. Или у вас диагноз, вы там пьете таблетки, значит, 100% есть. Второе. Головные боли разных характеров. Просто головные боли мигренозного типа, неважно. Третье. Плохой сон. Четвертое. Вечерние транзиторные ухудшения зрения. Вот вечер наступил, плохо видеть стали. Утром вроде получше. Вот. Нарушение памяти, забывчивость появляется такая необъяснимая. Вроде как не можете вспомнить что-то такое простое. Значит, нарушение слуха, то есть появляется, когда если шумы, писки в ушах, это 100% уже идут сосудистые нарушения по позвоночным артериям из-за вот этого пресловутого остеохондроза. Панические атаки, которые вы не можете никак диагностировать и поставить вам не могут диагноз, от чего у вас происходит, начинает у вас кормить транквилизаторами. Депрессия хроническая. Очень часто бывает причиной шейного остеохондроза. Вегетососудистые кризы, дистонии так называемые, то же самое. Метеозависимость, опять симптом остеохондроза. Боли в шее, симптом остеохондроза. Боли, вот здесь вот тянущие боли в середине, да, в горле, тоже симптом остеохондроза. Когда нервы зажимаются на третьем-четвертом позвонке, очень часто иррадиируют именно в гортань. Простреливающие боли от затылка до лба. Это так называемый верхний шейный радикулит, да, когда зажимаются корешки на первом и втором шейных позвонках. Головокружение, кстати, вот очень важный симптом, потому что сразу по входе в заднюю черепную ямку позвоночные артерии питают мозжечок. Мозжечок – центр вестибулярной регуляции и обработки всей информации, связанной с этим. И если будет нарушено питание, будет возникать головокружение. Основная причина – это хроническая гиподинамия, то есть недостаток движения при нашем образе жизни. Позвоночник не нагружается, мышцы, связки позвоночника начинают слабеть, плохо держат позвонки, нагрузка переходит на диски, сдавливает диски, образуются грыжи потом. То есть вот эта гиподинамия, недостаток ходьбы. И вот из-за того, что вертикального мало положения прямохождения, позвоночник слабеет, дряхлеет. Все, у нас многие люди вот приходят в клинику, смотришь, ему там 40 лет, а у него позвоночник как у 80-летнего. И наоборот, приходит человек в 90 лет в клинику,
всю жизнь там ходил, там что-то делал. И в 90 лет у него позвоночник лучше, чем у того 40-летнего, про которого я рассказал. Поэтому вот гиподинамия – это ключевой фактор. Второй фактор – хронический стресс. То есть наш организм, тело так устроено, что при любом стрессе, прежде всего напрягается шея, поэтому шейного остеохондроза в разы больше, чем поясничного. Шея почему напрягается? Потому что это биология наша. То есть в природе, вот когда хищник нападает на млекопитающее, сразу за шею хватает. И это уже биологический атовизм. То есть стресс какой-то произошел, что-то испугались, или там на работе там какой-то конфликт, или с женой поругались, там, или с мужем. Там. Вот. И автоматически вот этот стресс, шея сжимается в плечи. То есть это бессознательно происходит. А последствия этого стресса, когда все зажато, никто не устраняет, никто не думает об этом. Что регулярно надо делать гимнастику для шеи там, и так далее, и так далее. Вот этот стресс хронический, шея зажимается, дальше идет спазм, рефлекторно переходит. Позвоночник, он сегментарно устроен, как бы, когда верхние сегменты блокируются или нижние, потом переходит на соседние. И вот так может у человека вообще сверху донизу весь позвоночник зажаться. То есть вот этот стресс хронический, это еще один фактор. Вот, третий фактор остеохондроза – это травматизм. То есть может быть, и человек и двигается, и там и стрессов особо нет. Вот, а у него была там, например, мой любимый пример, ехал на машине, как человек не придает значения некоторым важным вещам. Ехали на машине, на светофоре кто-то затормозил, вы ударили его передним бампером в задний бампер впереди идущей машины. Вот. И у водителя еще не так, он руками держится, как бы ему проще. А пассажир ехал в телефоне, что-нибудь делал, вообще не обратил внимания. У него голова вот так раз, все, возникла травма, позвонки сместились, вот, и пошло. Вот. А потом через 2 года у человека развивается гипертоническая жестокая болезнь из-за пережима сосудов. И он начинает пить таблетки, таблетками, значит, отравился по полной программе. Гипертонию не вылечил, а оказалось, что гипертонии-то и нет, это просто симптом шейного остеохондроза, развившийся из-за травмы. То есть вот такие вот коллизии медицинские приходится нам разбирать каждый божий день. Ну, то есть и от травмы это, там, от стресса и так далее. Вот. Много очень остеохондроза с детства стало появляться уже, потому что сейчас стали применять при родах у женщин стимуляцию родов, там, то есть гормон колют, чтобы матка сжималась быстрее. И ребенок быстрее проходит родовые пути, при этом травмирует шею. Ребенок растет там с сосудистой дистонии и так далее, и у него ранний остеохондроз. То есть это причина травмы в детстве, при родах. Или при кесаревом сечении, когда достают, очень часто ребенку в одну из сторон как бы сворачивают, ну не то, что сворачивают, а так, ну, травмируют связки между позвонками, мышцы. И начинается опять, никто не обращает внимания, там ребеночек лежит, там плачет по ночам, там у него голова все время на один бок, ну ладно, потом выпрямится там, и так далее, и вроде как ничего. Потом он успокоился, уже привык к тому, что там боль утихла, там, все, а потом в 15 лет у человека давление. То есть вот такие вещи, вот это очень часто стало. Из-за агрессивной акушерской практики, я даже ходил как-то на передачу в эфире гинекологии, это было на радио Медиаметрикс, и несколько передач, там 3 передачи, по-моему, мы как раз в одной из них про это говорили. Кому интересно, можете найти и посмотреть. Вот. Ну, в общем-то, вот они основные причины остеохондроза. То есть гиподинамия, стресс и травматизм, и микротравматизм. Да? То есть бывают сильные травмы, когда позвонок сломался, а бывают микротравмы, про которые я рассказал. Их не осознают, но последствия бывают губительными для человека. Какие обследования надо сделать? Нужно сделать в первую очередь 2 обследования. Первое – это МРТ шейного отдела позвоночника. Сейчас МРТ, слава богу, службы в России достаточно хорошо работают. Много частных, много государственных. Выбирайте ближайший МРТ, делайте. Вдруг у вас там, не дай бог, осложнение грыжа или нестабильность, или там еще что-нибудь похуже. Вот. Это первое обследование. Второе обследование, которое необходимо сделать, это ультразвуковая доплерография сосудов шеи. И причем, когда вы будете делать это ультразвуковую доплерографию, то вы вот специалиста УЗИ, который будет делать, попросите повнимательнее посмотреть ваши позвоночные артерии. Потому что УЗИсты иногда грешат тем, что вот сонные артерии посмотрят, там бляшки маленькие, не маленькие, то есть их волнуют бляшки.
А позвоночную артерию они смотрят так, ну, извитость там у вас, и все, идите, там у вас извитость. А вот эта извитость и есть причина многих патологий, которые мы с вами неоднократно обсуждали. И вот, если УЗИ сказал, что у вас извитость, вы попросите его там, как-то уговорите его, чтобы он вам детально прям посмотрел позвоночную артерию, там кровотоки померил, на каком позвонке какой кровоток, чтобы у вас была качественная информация. Потому что при шейном остеохондрозе УЗИ брахиоцефальных артерий, то есть артерий шеи, ценно не сонной, не бляшками в сонной артерии, там, не поиском бляшек, а именно вот ценно именно детальным обследованием позвоночной артерии. Вот мы в клинике разработали даже специальную методику УЗИ исследования, микроанатомическое УЗИ сосудов шеи. Почему микроанатомическое назвали? Потому что мы вот детально смотрим кровоток на каждом вот сегменте позвоночника, где как там позвоночная артерия, как она там идет, где у нее какие кровоток, где она пережимается, где она компримируется, где что. Вот. Это может сделать, ну, у нас, конечно, это делается на высочайшем уровне, но если вы УЗИста попросите, он вам сделает более детально, потому что, как правило, УЗИсты это могут сделать. Вот. Ну, им не составит труда, ну, как бы прицельно посмотреть вот позвоночную артерию. Вот. И с этой информацией вы должны обратиться к специалисту, который называется вертеброневролог. Не к неврологу, не к терапевту, не к мануальному терапевту, а к вертеброневрологу. Вот найдите в своем городе, где вы живете, специалиста вертеброневролога, и вот с этими уже исследованиями придите к нему. Вот, а дальше он будет стараться подобрать вам какой-то объективный курс лечения. Возможно, он назначит вам и мануальную терапию, но самое главное, чтобы он назначил вам, кроме мануальной терапии или физиотерапии, или там еще какой-то другой терапии, чтобы он вам назначил обязательно комплекс индивидуально для вас гимнастики для шеи. Вот. Есть общая моя гимнастика для шеи, которую все знают, она в интернете широко распространена. Если уж вам не назначит ваш вертеброневролог ее, ну тогда мою делайте гимнастику для шеи, даже если вам не назначит. Вот. Но очень многие специалисты, я просто знаю об этом, они, вот именно вертеброневрологи, они обладают знаниями, которые позволят вам помочь. Самое лучшее упражнение. Вот какое вот самое лучшее? Знаете, я больше всего из всех упражнений моей гимнастики люблю упражнение рамка. Самое, мне кажется, вот оно и прорабатывает буквально весь позвоночник. То есть вот оно мне больше всего нравится. Я даже могу так вот, не кривя душой сказать, вот нет времени выполнять всю мою гимнастику, прям вот 5 раз в одну сторону, 5 раз в другую рамку выполните, и все будет отлично. Разберем технику моего любимого упражнения из моей же гимнастики, рамка. Рукой, что мы делаем? Поднимаем локоть, вот движение, вот, и давим на плечо себе. Не давим сверху, не вот так давим сверху, а давим вот спереди, вот. В плечо себе, вот. А плечом на руку давим. То есть вот двойное давление. При этом локоть поднимаем вверх. Вот. И подбородком нажимаем вот на это плечо. Не на это, где рука, а вот сюда вот. И давим. То есть сюда давим и сюда давим. И при этом подаем вперед грудную клетку и поясницу. Напряжение будет по всему позвоночнику просто отличное идти. Она прорабатывает рамка и на скрутку, и на выпрямление, и на все, то есть и шею, и вот здесь спереди шею, и сзади шею, ну то есть полностью все. И руку прорабатывает, и плечо, и спину. То есть просто вот вы весь вот полностью включаетесь и просто вот сидите. Держите там 5-10 секунд, потом расслабляетесь. То же самое в другую сторону делаете, да? Вот плечо сюда давит, это сюда, локоть вверх, вперед, и сюда, и вперед грудную клетку и поясницу. Ну просто вот, и сидя, и упражнение чем еще уникально, тем, что сидя может делать, вот, пожалуйста, в офис там, да, все. В отличие от других упражнений из моей же гимнастики, не надо там руки расставлять вверх, то есть для коллег даже, вот будете на работе сидеть, устали, там раз сделали, даже многие не заметят, что вы что-то делаете. А на самом деле это самое лучшее упражнение. Шейный остеохондроз – заболевание коварное. В каком смысле? В том смысле, что развивается он постепенно, многолетне. Вот. Либо это люди
уже пожилого возраста, у которых он развился, либо это, допустим, молодые, у которых была какая-то травма, внимание шеи, там, на нее внимание никто не обратил, и начал развиваться так называемый ранний остеохондроз. И вот к нам часто приходят люди, там в 30 лет приходят, а у него шея, как будто ему уже 70. То есть там уже такие изменения, нарушения, там позвонки сдвинуты. А просто начинаешь опрашивать, оказывается, он в 10 лет на горке катался, упал на спину, головой ударился, шея болела, ну там сотрясение мозга, там никто там особо внимания не обратил. И вот у него 20 лет развивается вот это посттравматическое изменение, и к 30 годам он уже все, уже начинается гипертония у него. Вот как это происходит? Рисуем шейные позвонки. Это их поперечные отростки, это диск. Вот в них есть отверстие. Вот у нас череп. Вот в черепе тоже есть отверстие. Значит, здесь проходят позвоночные артерии, вот, которые через отверстие в черепе заходят и питают базальный отдел головного мозга, в котором находится ромбовидная ямка. Это центр регуляции сосудистого тонуса, работы сердца вообще. Ну, то есть такой автоматический нервный центр регуляции. Вот, эти сосуды сливаются в одну артерию базилярную, вот она, которая питает многие органы головного мозга, ствол в основном головного мозга, там очень много разных структур, в том числе и ромбовидную ямку. Фактически она прям только сформировались позвоночные артерии в базилярную, и она прям тут же ромбовидная ямка сидит. Вот, значит, когда происходит, вот здесь я нарисую глубокие мышцы шеи, либо спазм мышц, например, длительный, либо уже при длительном спазме мышц шеи, если его никто не снимает, не лечит, внимания не обращает, там шея болит, выпил обезболивающее, пошел. А вместо того, чтобы разблокировать мышцы глубокие. Нарушается питание диска постепенно, нарушается питание связок, которые держат позвонки как бы в едином целом, в том числе и с черепом. Да? Все это нарушается, начинает ослабевать, и возникает компрессия позвоночных артерий. То есть позвоночные артерии начинают зажиматься. И кровь по ним начинает проходить в ромбовидную ямку намного медленнее. То есть плохо снабжается кислородом. Что делать мозгу в такой ситуации? Мозг – это такой орган, он вообще ненавидит, когда вот хоть на 1% упадет там питание кислорода, все, ему уже все, ему не нравится. И ромбовидная ямка выполняет эту функцию. Она посылает сигнал по исходящим нервным путям прямо в сердце. Вот сердце нарисую тут. И приказывает ему, там что-то мало кислорода, давай-ка поддай. Вот. И сердце не может ослушаться, это в организме все императивно устроено. То есть поступил приказ, выполняем. Вот выходит аорта из сердца. Не буду рисовать сложную систему брахиоцефальных стволов. Вот. По сообщающимся сосудам фактически там, позвоночные артерии тоже получают давление из аорты. Вот. Ну и сердце нагнетает. Вот. Таким образом повышается давление. Вот она схема, как при шейном остеохондрозе, когда его не лечат, когда на него, грубо говоря, не обращают внимания, когда боль в шее просто там, это что, шея болит, это ерунда, продуло меня. И вот продуло, 1 год продувает 5 раз, 2-й год продувает, все продувает, все назначают там НПВС, неспецифические противовоспалительные средства, массажи какие-то поверхностные там пытаются делать. Вот, а это же все в глубине, прям в самой глубине находится. Вот, а это все там развивается. Вот, и в итоге доходит до того, что ромбовидная ямка уже там кричит о помощи, и сердце бедное качает, поднимает давление. Вот. И в такой ситуации человек очень часто получает неправильный диагноз, то есть он приходит к терапевту, тот меряет давление, у тебя 160/100, ты гипертоник 2 стадии, все, давай тебе там Конкор, Норваск там и так далее по схеме, пошли. Ко мне приходят пациенты иногда с 15 препаратами, то есть их лечат, это вот не помогает, проблема-то вот здесь, а их лечат. Вот в итоге отравляют очень сильно. Медикаментозная интоксикация происходит. Вот. Но приходит, начинаем лечить шейный остеохондроз осложненный и вылечиваем. Прежде чем мы продолжим
пролистайте в описании под этим видео. Там вас ждет ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности. Сделайте это прямо сейчас. Будет очень полезно. Вот я сколько лет работаю, много лет уже, лет 15 с хвостиком. Сколько народу перелечил, все время меня удивляет один и тот же момент. Проблема, вот лечение гипертонии, почему столько людей, вроде как простые методы я пропагандирую, да, вроде как, ну там, допустим, моя гимнастика для шеи, которая убирает гипертонию у 80% гипертоников. Казалось бы, что такого, ну в интернете она есть, пожалуйста, бери, делай, не будет у тебя гипертонии. Все уже придумано, все разработано, опробировано все. И много просмотров, но все равно недостаточно, потому что гипертонии еще больше, там, в десятки, в тысячи раз больше, чем людей применяют мою гимнастику, например, для шеи. Бесплатную, подчеркну, бесплатную гимнастику. В чем причина, я так вот думаю? А причина в том, что люди, которые лечатся, они искренне верят в то, что их лечат. Ну, это логично, да, человек приходит к врачу, врач ему выписывает таблетки, называет это лечением, он прописал вам лечение, да, и вы начинаете лечиться, то есть употреблять таблетки. И эти люди, которые искренне верят, что они лечатся, это добросовестные люди, они, понимаете, могут быть вашими родственниками, может быть, это вы сами, кто впервые смотрит это видео. Вы-то думаете, что вы лечитесь, вы же пьете таблетки, выполняете рекомендации врача. Вы уже лечитесь, поэтому ваш мозг, ваши глаза, уши закрыты для чего-то другого, потому что вы уже пришли, у вас человек в белом халате, авторитетный, выписал прекрасные таблетки. И вы так делаете годами, зачастую, не обращая внимания на то, что вы уже 20 лет, например, или 10, или 5, неважно, или 2 года, или год. Какая разница, год. Пьете уже таблетки, и только при их приеме у вас давление уходит, да? А если вы их не будете пить, оно у вас тут же поскочит. И называете это лечением. Как врачи, так и вы называете. Думаете, что это лечение. А это же не лечение. Ну какое же это лечение, когда если ты пьешь таблетку, то у тебя симптом, его нету, да? Да и то не всегда, да? То есть зачастую все равно пробивается. А если ты перестанешь пить, то у тебя, соответственно, будет, ну, проявится в полной мере твое заболевание. Ну, казалось бы, нужно сделать логический вывод из этого, что, ну, вообще-то это же значит, мы, получается, не лечимся, а мы просто-напросто убираем симптом путем химического отравления, между прочим, чтобы вы знали. Если мы не лечимся, убираем симптом, тогда что мы делаем? Получается, мы вредим организму, убирая симптом, и при этом ведя себя так, как будто мы лечимся, и угроза миновала, да? А вы должны все знать, что угроза гипертонической болезни – это что? Это ее осложнение, инфаркт и инсульт. То есть мы приходим к врачу, врач нам назначает препарат, который убирает симптом. Болезнь остается неразрешенной. Симптомы со временем нарастают, но это логично, да? Потому что если не лечить основное заболевание, а просто убирать симптомы, то симптомы будут нарастать, потому что заболевание это развивается. Что и происходит у всех гипертоников. У всех, у большинства, ну как у большинства, у всех. У десятков миллионов там, людей по всему земному шару, у десятков, у сотен миллионов людей, которые принимают эти препараты, все идет по одной и той же дороге. То есть они принимают препараты, у них симптомы все равно появляются. Они добавляют препараты, у них появляются дальше симптомы. На время уходит, дальше появляется. Состояние при этом общее у них ухудшается. Ну, это логично, что оно ухудшается, потому что никто же не вылечил вам заболевание, вам только убирают симптомы. Но при этом и врачи, и пациенты, которые пришли к врачам, особенно пациенты, подвержены этому, такие, как сказать, которые действительно искренне хотят лечиться, которые приходят к врачам, доверяют врачам, да, и врачи их искренне хотят вылечить. И вот чем искренней
это заблуждение будет с той и с другой стороны, тем тяжелее пациенту спасти себя. А порой невозможно, даже если он в упор наткнется на средство спасения. Он просто его не увидит, потому что он, умирая медленно, да, медленно разрушаясь, добавляя дозировку таблеток, приходя к врачу, который ему добавляет, и врач сам пьет еще те же таблетки, потому что у него тоже гипертония. И вот в оконцовке кто-то из них, или врач, который пьет те же самые таблетки, или пациент, который эти таблетки пьет, получает осложнение. И это происходит в сотнях миллионов случаев, и никто не думает вообще о том, чем эти люди занимаются. Я вот на это смотрю со стороны, мне просто какая-то оторопь берет. Это ж сколько можно вот это все делать? Одно и то же, одно и то же, одно и то же, что не дает результата. Но если мы делаем одно и то же все время, это не дает результата. Посмотрим мировую статистику. Вроде как и таблетками там все кормят, не кормят, а лечат. Да? Вроде как и стараются распространить это лечение, там, да? Называют это лечением на уровне Всемирной организации здравоохранения. А количество инсультов и инфарктов, осложнений гипертонии по той же статистике, той же организации Всемирного здравоохранения растет и растет. Ну, надо бы задать вопрос, как, хотя бы если не могут его задать эксперты, врачи, там, да, начальники какие-то медицинские. Но пациенты хотя бы должны себе этот вопрос задать. Но беда в том, что подавляющее большинство пациентов этот вопрос себе не задают. Потому что им кажется, и они свято в это верят, что принимая таблетки, выписанные врачом, они борются с заболеванием. При этом они не понимают, что борются они не с заболеванием, а с симптомами. А заболевание при этом, маскируемое таблетками, которые убирают симптомы, развивается еще агрессивнее. Подумайте об этом, если вы впервые столкнулись со мной, вот сейчас. Подумайте об этом. Потому что это, возможно, единственный шанс на ваше спасение. Покажите это видео тем людям, кто принимает таблетки и верит свято в то, что лечится. Если вы впервые столкнулись со мной, изучите то, о чем я говорю, и вы поймете, что излечить гипертонию можно в любом возрасте и при любом стаже заболевания, избавившись при этом полностью от препаратов. Спасайтесь, потому что если вы не спасете себя путем познания истины, то вас никто уже не спасет. Таблетки уж точно, судя по статистике ВОЗ, не уберегут вас от инфарктов и инсультов.